Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Итак, сегодня, если что, я буду пытаться вам продемонстрировать Манки Кинга. Это же обезьяна. Я хочу попробовать собрать эту обезьяну в 3 звезды под гриттерами, скорее всего, либо же под зверьми. Ну, посмотрим. Реликвия здесь мне позволяет. Ну что ж, погнали. Погнали, посмотрим, что у меня из этого выйдет. Но цель моя ясна и цель моя надежная. Надежная, словно швейцарские часы. Вот на самом деле, если собрать обезьяну в 3 звезды, она своей палкой будет так месить, что ну его в баню. Старт у меня сейчас, ну, объективно говоря, более-менее хороший, потому что здесь у меня 2 тинкера и гоблин-убийца. Ладно, БХ. Я буду называть его БХ. Не буду называть его гоблин-убийца, потому что, ну, это уже не канон. Ну, все, он уже у нас охотник. Ну, я об этом уже 1000 раз говорил, поэтому... А что это за рубрика «Все по 2»? Я не понял. Мне вроде бы как нравится эта рубрика «Все по 2». Еще и урок войны упал. Отлично. Если сейчас у меня еще и этот орк-охотник соберется в 2 звезды, то, соответственно, у меня будет обалденнейший старт, если еще и сверху у меня будет тинкер в 2 звезды. Я уже не раз говорил о том, что орк-охотник в 2 звезды на самом деле это машина. Машина, потому что там появляется кабанчик, у него миллион хп, миллион урона с руки, а с рога войны у него еще и скорость атаки обалденная. Плюс этот кабанчик бьет магическим уроном, плюс замедляет скорость атаки, когда он бьет, соответственно, какую-то цель. Ну, прям по кайфу, по кайфу. Ну, что ж, посмотрим. Надеюсь, что он у меня все-таки соберется в 2 звезды. Если что, я беру сейчас клевер, потому что хочу поставить себя на старте охотников. А там уже посмотрим, что из этого выйдет. Итак, ребята, перед тем, как сейчас мы полностью погрузимся в нашу катку, я хочу напомнить, что мне нужны ваши лайки, мне нужны ваши подписки, потому что цель у меня 3000 подписчиков. За неделю, к сожалению, мы этого сделать уже не сможем ни в какую, потому что, ну, много уникальных зрителей, но почему-то не подписываются, я не знаю почему. То ли жалко, то ли что, ну, 400 человек осталось. Ну, немножко, если честно, грустно, но ладно. И еще один момент. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что сегодня я планирую провести стрим. Стрим по стандарту в 6 часов вечера, но если вдруг что-то поменяется, я сообщу в своем телеграм-канале. Поэтому будьте в курсе, подписывайтесь, не стесняйтесь, я там не спамлю ничего. Короче, вы меня поняли. Вот. Вот, и еще раз вот. Мне сейчас пока что мой старт, если честно, очень нравится, потому что у меня есть тинкер в 2 звезды. И как я уже ранее говорил, что тинкер в 2 звезды это машина. Машина. Так, беру палочку Гарри Поттера. Восстановит мне ману. Если что, вдруг чего отпрыгнет. С изначальной точки. Так, а какой план действий у меня? Ну, дожить до 9 уровня. Доживаем до 9 уровня. Желательно, чтобы не реликвия яиц упала. Но самое главное, реально дожить до 9 уровня, как можно больше хп сэкономить, потому что в дальнейшем я буду ставить гриттеров. Почему именно гриттеров ставить? Ну, это я пока что планирую. Возможно, я поставлю себе 6 зверей и 4 кунг-фу в конечном итоге, но не факт. Не факт. Посмотрим. А чё у меня такой старт хороший? Дайте мне орк-охотников до звезды, пожалуйста, очень прошу вас. Я тогда 100% буду уверен в том, что я почти все столы буду разносить. Ну, на 100% буду уверен, что почти все столы буду разносить. Гениальная комбинация фразы. Кстати, если что, я сейчас выдру не продаю, потому что эта белка, она мне поможет. Если у меня рукоходник соберется в 2 звезды, под этой выдрой у меня кабанчик будет наносить на 100% больше урона. И этот дебаф длится, насколько я помню, до конца раунда. Прям, ну, кайф, кайф. Вот выдра плюс кабанчик, это прям топчик. И вот когда играете на зверях и играете через спам, я рекомендую выдру собрать хотя бы, ну, в 2 звезды, потому что на 5 целей пометит, и все, и кайфуйте, живите. Тут, к сожалению, кстати, перчатка у молодого горячего, это мне не нравится. Ладно, кстати, выйду в 20 монет, не буду выдру собирать. Ого! 2 тинкера в 2 звезды на 5 раунде? Что, серьезно? А что, так можно было? Охренеть. Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Неужели у меня тинкер соберется в 3 звезды? Довольно-таки, скажем так, на легкой ноге. Легкой походкой. Мне очень нравится то, что там несколько человек играет на лустрике. Тут, кстати, легендарки обалденные. И, возможно, у меня не получится собрать обезьяну в 3 звезды, но я ради контента буду все-таки стараться упарываться конкретно в обезьяну и показать вам, что может эта обезьяна. Если что, напомню, что когда вы собираете обезьяну в 3 звезды, она ультра сильной становится, потому что она никогда вас из стана не выпустит в радиусе 3 клеток. Вот по прямой в радиусе 3 клеток. Она вечный стан будет давать. И какая бы у вас там скорость атаки ни была,
то это очень жестко, это очень больно становится. Ой, ну хотя бы так. Хотя бы так он свои ракетки закинул и двухзвездочного Тускара убил. Хорош. Красавчик. Уважение и почтение за это. Так. Ну, баф орков я, если честно, не особо хочу ставить. Хотя, на самом деле, плюс 150 хп лишним не будет. Ладно, я не буду пока что спешить. Хотя можно было... Ну, ладно, не буду спешить. Сейчас посмотрим, как оно будет. Но, на самом деле, орков я не хочу ставить. Хотя, если ранее 4 орка приходят, это хорошо. По Тинкера 2 звезды плюс 400 хп сверху лишним вообще не будет. Это предмет первого тира у вас будет на всех героях. Ну, прям по кайфу. Плюс, если вам еще и хорошие орки упали, это будет топ. И вот посмотрим, насколько обезьяна справится в текущей мете. Вот почему я хочу гритеров, я так и не ответил. Почему именно я на гритеров все-таки мечу, а не на зверей плюс кунг-фу. Хотя на самом деле, если поставить зверей и кунг-фу, и у вас есть хорошие предметы, то обезьяна себя раскроет в 200%, потому что урона будет у нее миллион. А палка будет, соответственно, триллиард урона наносить своим критом. И ваншоты будут лететь только в путь. Но есть одно огромнейшее но. Мета шаманов. Там перевоплотится несколько шаманов в ненужную вам фигуру. И вам прилетит миллиард контроля. Там еще что-то. Там сайленс прилетит. И обезьяна уже не будет кастовать свою палку. Поэтому я наметил пока что вот на гритеров. Посмотрим. Гритеры мне нравятся тем, что они полностью эвейдят весь контроль, все дебафы и прям по кайфу становятся. Единственное, что они не эвейдят, это очищающая сфера. Вот на самом деле это такой кринж. Разработчики почему-то сделали, что снимать синергию можно очищающей сферой гритером. Ну, как по мне, это нелогично. Вообще нелогично. Ну вот, если что-то, напишите свое мнение в комментариях, потому что я считаю, что на гритерах и так тяжело играть. Плюс эта очищающая сфера тебе еще снимает синергию гритеров. Но это кринжово смотрится. Кстати, еще один тинкер пришел, сейчас поставил его на автопокупку. А может быть, придет. Может быть. Ну, кто знает. Я надеюсь, что он, конечно, придет. Если не придет, то ладно. Больно-то и хотелось. Я, кстати, поставлю 2 орков-охотников и продам сейчас шамана лавы. Я все-таки очень надеюсь, что он все-таки придет, этот орк-охотник в 2 звезды. Вот. И поэтому мне не очень нравится то, что очищающая сфера снимает синергию гритеров. Это нелогично. На гритерах и так тяжело играть, как я уже повторился. Очень тяжело играть. Слишком много тебе надо на гритерах, чтобы спокойно себя чувствовать. Тебе еще и очищающая сфера скидывает с тебе синергию, на тебя действуют все контроли. Это вообще, ну, тупо как-то по мне. Ну, как по мне, это очень тупо. Еще, кстати, в сегодняшнем патче, который выйдет, ну, для вас это сегодня, для меня это завтра. Поэтому в сегодняшнем патче, то, что выйдет, там делают жесткое условие. Это то, что способность бруды, насколько я понял, будет теперь работать на гритеров. И, как по мне, это вообще тупизм. Зачем такое делать? Ты берешь гритеров для того, чтобы на тебя контроль и дебафы не работали. А по итогу что получается? На тебя контроль и дебафы работают на гритерах. И ты такой, ну спасибо. Спасибо, ну сами знаете что, да? Такой сидишь на гритерах, кайфуешь, чел нашел себе очищающую сферу и просто тебе полный рот болтов на 28 напихивает, то тогда ты кайфуешь, сиди, кайфуй, наслаждайся. Наслаждайся жизнью. Ну это тупо, ну серьезно, тупо, очень тупо. Мне, кстати, там писали в чате Телеграма о том, что Саня, типа, напиши разрабам, что им тут нужно сделать, пофиксить, там, апнуть и тому подобное. Они меня слушать не будут, ребят. Я напишу им, я вот готовлю, знаете, такое огромное сообщение, в котором я полностью разложу им по полочкам, что им нужно сделать, что нужно бафнуть, дебафнуть и тому подобное. Если они меня прислушаются, вы увидите самый лучший патч в истории. Но это если они меня прислушаются. Но, если же они меня не прислушаются, то вы и дальше будете видеть самый худший патч в истории. В принципе, то, что они сделали с нежитью, это вообще тупизм. Ну, я уже жаловался, да. Ну, я знаю, что я вам надоел жаловаться по поводу нежити. Но, ребят, я столько настрадал, что я хочу поделиться с вами своими эмоциями по поводу этой нежити. На второй канал у меня удалось снять нежить и показать вам, как она выглядит. И там такие сумбурные действия были, что, если честно, я до конца не верю на том, что у меня получится сыграть на нежити. Кстати, спасибо, Бэйн. Бэйн тупо не отпустил. Сейчас из-за этого я так сейчас больно в лицо получу. Да.
Неприятно, конечно. Я сейчас, если что, не спешу с выбором реликвий, потому что еще особо даже не знаю, какую реликвию я хочу взять. Винстрик-то молодому горячему сбили. Просто если я буду хорошо сейчас побеждать, то я активирую реликвию косы. И буду получать тонну опыта, которая мне пригодится. Тут 2 человека как минимум играют через лустрик. И вроде бы как взять косу это будет неплохо. Буду много опыта получать, но я еще не очень уверен в своем столе, понимаете? Если бы у меня был немножко другой стол, или хотя бы условный тинкер в 3 звезды, то я бы... даже не так, даже пусть у меня орк-охотник был бы в 2 звезды с игром, я был бы намного в себе увереннее, нежели сейчас. Но я думаю все-таки взять косу, она мне пригодится, эта коса. Хотя и реликвия яиц тоже топчик. Ладно, возьму косу. Возьму косу, рискну. Вот, кстати, можете в комментариях сейчас вот подсчитывать. Ну, короче, сейчас можете по игре подсчитывать, насколько хорошо я реализую эту косу. Потому что если хорошо я реализую эту косу, то значит я выбрал верное решение, то что взял именно эту реликвию. Вот, кстати, можете написать в комменты, сколько опыта я по итогу-то и получу с этой реликвией. Сколько раундов выиграю, давайте даже так вот посчитаем. Сколько раундов с активацией этой косы я выиграю. Ну, если так вот судить по бумаге, стол у меня сильный, очень сильный. По идее, я всех здесь должен разваливать. Но все же, это все на бумаге. Посмотрим, как она будет по факту. Потому что вот по факту ко мне пришел Бэйн в 2 звезды, схватил моего тинкера и тупо не отпустил. Душил его до талого, вот тогда я. Ну ладно. Что ж. Мне на самом деле здесь в этой игре реликвии очень нравятся. Особенно если мне упадет реликвия яиц и мне будет обезьяна идти хорошо, то я соберу себе раннюю обезьяну в 3 звезды и будет все по кайфу. Как я уже сказал, почему такой имбовый, это потому что он будет держать вас в вечном стане. Когда он в 3 звезды, у него урона тонна, он дает много критов. Если взять правильные предметы под обезьяну, то ему почти ничего не страшно. Ничего не страшно, потому что что? Смотрите, какие вот обязательные предметы. Кто вдруг не знает, если возьмете БФ, это предмет 4 тира на массовую атаку, то эта массовая тычка будет встраиваться в вашу палку. Кстати, 4 кабана. Бэмс! Минус 11, чисто такой. Сюда, пирожочек мой сладенький. Кстати, если мне сейчас придет Джаггер, который я скипнул благополучно, то я бы мог поставить себе 4 орка, с которым у меня было бы плюс 400 хп. Кайф? Кайф. Ну, гениальные идеи приходят чуть потом. О, антимаг. Сильно. Винстрик я ему не собью. Это антимаг. Он меня развалит, к сожалению. Ладно, сделаем сейчас вот такую вот расстановку, чтобы антимаг присосался к игру и тыкал этого агра. Потому что у меня куча героев с маной. А как мы уже прекрасно знаем, один антимаг в изи справляется со всеми героями, у которых есть мана. А заберу я винстрик или не заберу? Ну-ка, стани ты свой дум! Прикиньте. Блин, у чела такой огромный стол. У меня вроде бы тоже огромный стол, но по итогу у меня кринжовый стол по сравнению с его там столом. Заберу? Заберу! Пожалуйста, 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 пожалуйста. 5 винстрик, сюда, сюда. Давай, давай. Просто плюс 10 опыта. Все, я считаю, моя реликвия косы окупилась на 200%. Это прям огонь. Где мой орк-охотник? Можно узнать? Где моя свиноферма? Непорядок. Ой, какой непорядок. Кстати, продам я уже этих орков. Вот так вот сделаю сейчас. Хотя, может, Мишку поставить? Я думаю, Мишка как-то будет попрофитнее, может, а? Да не буду пока что. У меня и так сильный стол. Баф орков имеется, плюс 150 кп. Короче, поживем. 100% должны затащить мобов. Кабанчик. Какой же подлый крит только что у моего орка-охотника прилетел. Ну ладно, и так справимся. Это была подлива, если честно. Подлива. Это была лютая подлива. 8 уровень уже имеем. 88 хп вообще по кайфу. Так, бруда сюда. Давай возьмем гритера. Возьмем гритера. Что мы сейчас сделаем? Поставим бруду. Надо сейчас будет грамотную расстановку против вражеского антимага сделать, как я уже раньше говорил.
Так, у него антимаг на первой линии находится здесь, значит, он будет здесь. Все, значит, Бруду ставим вот так. Кто вдруг забыл, то сейчас Бруда кастует сразу свою способность. Она сразу кастует свою способность первой тычкой. Так что Бруда лютый персонаж. Так, тут, хорошо. Если у него еще заберу винстрик, я обмажусь опытом по кайфу прям. О, как. Парень интересную сборку собирает. Но она работать не будет в лете. Это типа он сейчас тащит, но потом она в лете не будет работать. У него, короче, немного богов, 6 воинов и 2 морских. Она будет работать, ну, до середины игры, а потом уже работать перестанет. Будет разваливать, дай боже. Дай боже каждому. Там он еще и Дум стырил своим Рубиком, что неприятно. Лучше бы он стырил там, не знаю, способность Бруды. Так, это он получается... Так, чуть-чуть опыта берем. Мне нужно как можно быстрее выйти в уровень. Оп. Все, отлично, успел. Успел. А, вот где мой Тинкер в 3 звезды. Я думаю, куда мой Тинкер пропал? А вот где находился этот молодой горячий мой Тинкер. Хоть в него и в Дум прилетел, но этого пока что недостаточно. У него 2 героя в 3 звезды. Но на самом деле у всех сейчас стылы посильнее, чем мои. Обидно. Обидно, досадно. Но ладно. Будем пытаться выкручиваться из этой ситуации. Мне на самом деле самое главное взять 9 уровень. Как я уже сказал раньше, как можно быстрее. Тупо взять 9 уровень. Только беру 9 уровень, мы заживем другими красками вообще в этой игре. Продаю уже лишние фигуры, они мне не нужны. Так вот Бруду ставим под антимага. Чтобы ему навесить уклонение сразу. Чтобы он там не расслаблял свои булочки. Блин, на самом деле, если получится забрать у него винстрик, это будет гениально. Это будет шедеврально. Надеюсь, никто у него винстрик не заберет в первую очередь. Потому что это моя сладкая булочка с корицей. Я ее хочу доить. Булочку с корицей доить. Поняли, что я сморзнул? Ладно. Забудем о том, что я говорил. Ладно. Подождем Гримтач. Я думаю, что Гримтач в скором времени придет. Тинкера я уже не вижу смысла собирать в 3 звезды. Я думаю, он ко мне не придет. Стандартные эльфы собираются. Полуинсектоид собирается. Мою обезьяну тырит уже, понял. Вопросов не имеем. По-моему, там, кстати, 2 инсектоида собирается. Короче, если сейчас на 20 раунде у него упадет сумка Пандамент, это хорошо, но лучше всего, чтобы не упала реликвия яиц. Это будет намного приятнее, намного круче. Сейчас уже все-таки на 20 раунде уже будет 9, посмотрим, насколько мне будет хорошо вести. Почему именно 9, ребят? Я не вижу смысла от 10 уровня, потому что мне нужно очень много будет натерпеться. Там уже Варлок найден был, неприятно. И он прикол, что он Варлока нашел с шансом 1%. На 10 уровне у вас будет... Да что вы так жестко находите легендарные фигуры? Еще и какие? Трындец. Кстати, чел с винстриком пришел. Я думаю, я не смогу забрать. У него стол намного посерьезнее, чем мой. Еще и Дарксир прыгнул в моих героев дальних, которые больше всего урона накидывают. Ну да. Если бы Дарксира не было, то, возможно, я бы забрал его. Или хотя бы, чтобы у меня был Орк-охотник в 2 звезды. Как минимум. Ладно, одобряю. Теперь я одобряю такое. Такое мы одобряем. Это прикоркам нам необходимо. Да, я думаю, Гриттер это будет самое верное решение здесь. Можно еще, кстати, Рики будет взять под Гриттеров, чтобы накидывать сайленс по огромной области, чтобы там не кастовали ребятки.
2 Рики в 2 звезды, и весь стол будет находиться в сайленсе. Я думаю, это будет хорошее решение. Варлока я, наверное, все-таки пока что оставлю. Если будет какая-то другая легендарная фигура, я заменю Варлока. Вот, например, инвокер есть, которого раскрыли. Если получится инвокера хотя бы в 2 звезды получить, это будет имба под гритеров. Это будет лютый спам, много контроля, выжигание маны. Короче, там будет прям жестко. Поэтому инвокер имба. Инвокера хочется. Плюс, если инвокер закинет свой баф на скорость атаки в мою обезьяну, там будет развал кабины по полной программе без смс и регистрации. Хотя ладно. Я не буду на орках сидеть, в этом нет смысла. Просто вот так ставим гритером. Вот сейчас как назло мне не будет идти гримтач. По всем законам подлости так должно происходить. Ой. Ладно. Ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. Антимага ставим на автопокупку. Мы его тоже будем собирать под гритеров. Шаманы стандартные собираются. С инвокером уже еще там инвокер найден. И хан найден. Еще один шаман, кстати, собирается. 2 инсека в игре будет. Ну, короче, ребят. Метовая каточка будет по максимуму. Тайд, кстати, есть. Вот тайда можно было бы взять. Да не можно было бы, а нужно будет взять себе тайда. Тайд имба. Но сейчас я, конечно, вот этого паренька не смогу забирать. Мне его тупо нечем дамажить. У него есть и магическое поглощение в виде морских, и броня у него есть. Ну, короче, пока что мне его нечем забирать. Но в дальнейшем у меня появится чем его забирать. Это уж 100%. Големы сильные. Вот на самом деле много кто недооценивает големов, но големы очень сильные. Так, обезьяна 1 у меня есть. Я думаю, в принципе, уже можно их продать, этих тинкеров. Обезьяна 2 у меня есть. Отлично. Гримтача нету. Мне хочется орать. Орать по полной программе. Ладно, терпим. Шанс 25% на фиолетовые фигуры. Уверен, что-то придет. Боль и разочарование 100%, но мы надеемся не на это. Вот, кстати, тоже инсеки. У него обезьяна в 2 звезды, прикиньте. Ну что за закон подлости? Почему? Вы поняли закон подлости? Вот согласитесь. Вот просто согласитесь сейчас со мной в комментариях, ну вот, как часто вы видите керри-обезьяну? Насколько часто вы видите эту керри-обезьяну? Вот насколько? Я уверен более чем, что многие напишут о том, что они очень редко видят керри-обезьяну. Еще и гримтач не приходит, Мразоцкий. И вот прикиньте, по всем законам подлости, ну, чел собирает сейчас обезьяну. По всем законам подлости. Я уверен, что многие сейчас напишут в комментариях о том, что они очень редко видят керри-обезьяну. Ну вот. Там чел собирает себе обезьяну, играя через инсеков. Но это будет 100% у него будущие инсеки. Гадалки не ходи, 100% так оно и будет. Я уверен на 200%. Мне, кстати, палка нужна. Мы, кстати, с вами не поговорили о предметах немножко, какие необходимы для обезьяны. Я только сказал о том, что БФ идеальный предмет, но на самом деле, если ты играешь на гритерах, то Кираса приветствуется, молнии 5-го тира приветствуются, криты 5-го тира, ну, вообще приветствуются, но есть намного приятнее предметы. За Кирасу сказал? По-моему, за Кирасу сказал. Почему именно Кирас? Кстати, винстрик. Ай-яй-яй-яй-яй. Красота. Мне нравится. Забрал у него винстрик.
Вышел в хорошую экономику. Прям по кайфу, по кайфу. Кстати, проблемы, ну, давайте договорим все-таки по предметам. Из 5-го тира: молнии, кираса, маска, бессмертие, криты, must-have предметы. Если у вас обезьяна в 2 звезды, то, в принципе, можно еще и агоним закинуть в него. Но желательно, конечно, обезьяну вручную собрать в 3 звезды, потому что урона с руки будет больше. Ну и, в принципе, и агоним вам тогда и не нужен. Из 4-го тира: МКБ, Battle Fury, БКБ, Арчит. Вот такие вот 3 предмета, которые прям тоже must-have-ные. Чел тут имеет full стол в 3 звезды, и мне против него необходимо будет хотя бы шарбезна найти, чтобы он так жестко меня не тулил. Ну, в идеале, конечно, найти не только шарбезна, в идеале найти лучше всего, как по мне, это БКБ. Мне так кажется, что лучше всего будет найти БКБ, потому что, ну, БКБ... Хотя не, БКБ хрень, хотя нет. Или да. О, темпларка. Вот это вкусно. Вот это, конечно, вкусно. И давайте сразу вам скажу, самые главные проблемы обезьяны. Это скорость атаки. У обезьяны есть даже 2 проблемы, не только скорость атаки. В общем, 2 проблемы. Скорость атаки, кстати, метовые шаманы, метовые инсеки, метовые эльфы собираются, гоблины древние собираются. Скорость атаки и скорость каста его палки. Очень часто меня триггерит анимация палки обезьяны. В принципе, как и на богине войны, это рыцарь 3-го тира, который древний. Вот, который древний. Он мне тоже не нравится из-за этого. Кстати, беру очищающую сферу, если что, хотя, наверное, все-таки стоило взять двойные клыки, но мне кажется, очищающая сфера будет намного приятнее, чтобы выключать врагу своему любую активную синергию либо расы. Против эльфов на самом деле шикарно будет заходить именно очищающая сфера, потому что она на самом деле жестко так триггерит. И триггерит она прям тогда, когда это вообще не надо. Повезет или не повезет? Так, гримтач есть, отлично. Антимаг есть. Так, убийцы. Убийцы мне не нужны. Темпларку продаем. Тайда берем. Тайд хорош. Но в любом случае я хочу найти себе инвокера. Инвокер, как по мне, будет намного мощнее, нежели варлок. И, в принципе, что-либо еще. Ну, вроде бы все пока что хорошо. И вот. Я думаю, вы и сами прекрасно увидите. Но хочу сказать следующее. Из-за того, что обезьяна, когда у него палка в 3 звезды, может держать вас в вечном стане, при этом не имея никакой скорости атаки адекватной. Потому что там стан, если что, длится 2 секунды. И вот эта вот палка, она засчитывает все задетые цели. То есть, по сути, вам нужно нести не 3 удара, а 2 удара после палки, если цель одна осталась. Она тупо вас не отпустит. Вообще ни грамма не отпустит. Она будет держать вас тупо в вечном стане. И делай, что хочешь. Так, яйцо. Яйцо это хорошо. Нужно будет сейчас найти еще одно яйцо. И будет кайф. Я очень надеюсь, что мне, конечно, обезьяна придет довольно-таки рано. Потому что если сейчас обезьяна мне в 3 звезды не придет, а я пошел ва-банк, меня вынесут. Там еще инсек огромный собирается. Это проблема. Тут парень играет через Варлока. Но из плюсов это то, что у него нет рога войны. Ему Варлока необходимо найти рог войны. Чтобы его големы прям месили, дай боже. Потому что если он не найдет их, то, соответственно, печалька будет. Печалька. Печалька для него. Ему, ну, необходимо кровь из носа найти будет рог войны. Если он хочет играть через Варлока. Да, ну в любом случае, что, найди предмет 1-го тира, закинь Варлока, импакта будет миллион. Во-первых, твои големы будут намного дольше жить. Во-вторых, они быстрее будут тычки наносить свои. Кайф? Кайф. Оп, оп. Антимаг фармит темпларочку. Оп, оп, оп. Хорош. Тигр. Просто тигр. Еще есть энергию, кстати, выключаю эльфов ему. Опа. Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Там разогнался. Ты смотри, какой. Еще одна темпларка пришла. Серьезно?
Мне сейчас так обезьяна плохо идет, чисто из-за того, что есть конкуренция на обезьяну. Там чел, который играет на инсеках, он собирает себе тоже обезьяну каким-то чертом. Зачем ты собираешь себе обезьяну? Вот сейчас закон подлости в собственном соку. Серьезно. А ну-ка, ребята, давайте вы сейчас в комментариях напишите. Ну, конечно, конечно, когда ролик выходит, вы сразу по превьюшке все понимаете о том, что, мол, раз ролик вышел, значит, смог победить инсеков, да, там, или что-то типа того. Блин, как же ему хорошо обезьяна идет. Продай, пожалуйста, обезьян. Они тебе не нужны, дорогой мой. Не нужны они тебе. Забудь о них. Давайте там тоже через экран поддержите меня. Надо, чтобы у него пропали эти обезьяны. И так тяжело живется. Ой, темпларков. Ой-ой-ой, какая там темпларка. Вот это там предметы у темпларки. Еще и в 3 звезды попалась. Охренеть. Да, ну в текущем патче, конечно, ты не сможешь так поиграть на шаманах. Короче, кто вдруг не видел анонс патча баланса, то на моем канале в разделе коротких роликов, в разделе Shorts, есть анонс патча баланса. По нему я обзор, думаю, делать не стоит. Вот опять темпларка пришла. Ты прикинь, по всем законам подлости. Почему я говорю, что по нему, скорее всего, не нужно делать обзор? Потому что, если объективно так подумать, то там обзор такой маленький, что он займет максимум 5 минут, и смысл его делать, если там и так все понятно. Но сама суть в том, что шаманов нерфят, эльфов нерфят, инсеков поправят, потому что кто вдруг не знает, то я уже говорил в предыдущем своем ролике, но мать насекомая, когда находилась в какой-то фигуре, она оставляла в пуле инсеков ту фигуру, в котором находилась мать насекомая. То есть у вас есть антимаг условный, да, он умирает, а в нем находилась мать насекомая, то, соответственно, все равно он остается в пуле инсеков. Все. Ну, кстати, хороший предмет мне сейчас упал. Молнии, если что, перекинул в обезьяну, потому что молнии второго тира мне сейчас ничего не давали антимагу, так как скорость атаки 0.4 как было, так и осталось. Оп, 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 оп. Как хорошо антимаг-то пофармил. Вкусненько. Но меня, кстати, этот темный лорд может забрать. Спокойно забрать. Обезьяна пока что еще не может держать его в вечном стане. Если бы у меня антимаг выжил, то я бы его забрал. Но чего нет, того нет. Сейчас тупо держим кулачки на то, что мне обезьяна придет. Пожалуйста, пожалуйста, приди. О, да. Ой, ребятки, сейчас контент пойдет. Сейчас пойдет контент. Просто чекайте. Вот чекайте, насколько сейчас игра перевернется. Так, молнии второго тира. Ну, с обезьяны в 3 звезды, по идее, должен сейчас всех выносить. Ну, вы сейчас все сами увидите, в принципе. Единственный минус это то, что у меня нету отхила никакого. Вот это вот огромнейший минус. И из-за этого обезьяна может себя плохо чувствовать. То есть, если бы у меня был хоть какой-либо отхил, там хотя бы бусы, либо же хотя бы предмет второго тира, который забирает вражеский суммон под контроль, то мне бы этого отхила могло хватить. Я, кстати, возьму сейчас вот это вот пальто. Возьму это пальто не просто так. У меня не так уж и много хп осталось. Мне надо дожить кровь из носа до 35 раунда. Как только доживу до 35 раунда, там есть вероятность, что упадет тот же самый БФ, либо тот же самый МКБ. А мне нужен один из этих предметов, 100%. Можно, кстати, сейчас попробовать. Нашел. Башар первого тира возьму, лишним он явно не будет. Так вот. Надо дожить до 35 раунда. Потому что там есть вероятность, что мне упадет с самого дракона бусы. Либо же новый вот этот вот меч, который дает 25% от хила и дополнительный урон по демонам и нежити.
И БФ может упасть, либо МКБ. Конечно, МКБ это хорошая тема, но я думаю, что сейчас, на текущий момент, мне необходимо все-таки БФ. БФ, потому что там у ребят лютый спам фигур, и они могут меня спокойно забрать. Но мне еще и отхил лютый нужен, то есть без отхила мне вообще грустно будет в этой жизни. Поэтому, блин, ну будем надеяться, что упадут нужные предметы. Плащ этот выручит. Тут на самом деле что-что, но вот этот плащ люто выручает. Он тебе тупо дает время пожить. То есть ты, допустим, проиграл один раунд, но ты понимаешь, что у тебя стол может намного усилиться со следующим раундом. Кстати, ШД поставлю. Какой-никакой, там от ШД есть прирост. Особенно под чернила Гримтач, это будет прям по кайфу. Кунка, я думаю, сейчас не особо такой люто профитный. Так вот, и вот этот вот плащ, он тебе тупо поможет пожить. То есть пока всем там сносят лицо, у тебя есть, ну, пропустить целый раунд против того же самого инсека, которого вот ты не выносил. Вот вдумайтесь на секунду. У тебя будет целый раунд, чтобы просто пожить. Вот тебе приходит инсек, который тебе прям в табло прописывает, а ты такой, опа, и живешь. Потому что ты с ним не дерешься. И кайф, кайф. Поэтому вот это вот пальто, оно выручает. И, ну, использовать его, короче, надо с умом. В лейт-стадии, когда все там месяцы на последних остатках своего ХП, ты можешь просто их переживать. И выйдешь с ними раунды, и тупо можешь пережить и спокойно зайти в тот же самый топ-3, топ-2. Нормально. Бэмс. Пошли, пошли, пошли палочки. А мне на дизраптора так плевать. Вот смотрите, в этой игре, если бы мне... Вот если бы я поставил сейчас зверей, вы прикиньте, что было бы? Мне бы просто на лицо упало Silence, и я бы сушил сухари. Опа, опа, опа. А что такое? Не отпустил тебя Башек, да? Ой, беда. Бэмс. Ёлки-палки, поняли прикол? Уклонение сработало. Кстати, пишет здесь с 0, а по факту прилетело минус 3. Но еще игра еще находится в бета-версии, поэтому мы не удивляемся с таких багов. Вот. Что еще хотел такого вот сказать? Да, в принципе, на самом деле, я, по-моему, все уже рассказал по поводу плюсов и минусов этой обезьяны. Теперь просто давайте... я не буду отвлекаться на какие-либо объяснения. Тупо вот погрузимся сейчас в эту игру и будем принимать решения. Потому что... Ну вот, на самом деле, вот я сейчас думаю, что я все рассказал. Мне больше, в принципе, и добавить-то нечего по поводу этого героя. Единственное, что вот предметы необходимы. И все. Ну, кстати, тебя еще воин довольно-таки сильно напрягает, потому что у него много брони, и он тебя тупо может возвраткой уничтожить. Ну вот, просто смотрите, я один раунд пропустил, а вы прикиньте, если бы я жестко проигрывал, у меня ж никакого отхила нет на обезьяне, я бы жестко сейчас проигрывал, это бы тварь наспамила на своих инсеках миллиард всего, причем у него такой огромный стол. Он бы наспамил миллиард всего, и все. Я бы с болтом на 28 во рту бы кайфовал бы, сидел бы сейчас. Да. Ну, кстати, этот алхимик неплохо будет, наверное, смотреться в текущую сборку, потому что будет давать минус броню в радиусе. Но мне, как по мне кажется, нужно контроль. Контроль мне нужен. Минус броня мне так много не даст, а вот контроль мне прям много чего даст. Просто подышать даже даст пару секунд, даст некоторое время. Рики в 2 звезды мне необходимо, чтобы сайленс на всю доску навешивать. Ну, кстати, меня еще и гоблин древний напрягает. Неприятный тип. Я, по идее, должен-то его спокойно выносить. Но у него же есть сердце Феникса. Буду называть его так. И он тупо может накинуть свои щиты, накинуть на себя свой щит. Этот щит будет висеть и меня выжигать. Кстати, шаманчик. Здорово, шаманчик. А чё, как дела там? А чё там, как там оно там? Ну, как там? Не. Яблоко будешь? Будешь. Ха. Хорош. Задушил молодого горячего.
Сейчас 35 раунд будет. Ребят, держим кулачки на то, что мне упадут сейчас нужные предметы. Тупо держим кулаки. Все вместе взяли сейчас и держим кулаки. Даже вот так вот. Руку на пульсе держим за то, что мне сейчас упадут нужные предметы. Все. Я бы на самом деле хотел бы в эту сборку себе ШД в 3 звезды. Потому что, ну ШД имба. Вот давайте согласимся все вместе, то, что ШД это имба. Ой-ой-ой. Как же я ему сочувствую на Эдди. У него аппарат в 2 звезды, у него стоят фулдухи, а мне так плевать на его фулдухов. И на его аппарата тем более. Если что, то вдруг кто не знает, то духи не работают на гритеров. Это раз. А во-вторых, пассивка аппарата тоже не работает на гритеров. Поэтому у него то, что есть гритер, что нет гритера, мне плевать. Тупо плевать. То есть аппарат не срабатывает на гритерах. Вообще никак. Так, ну все. Дракончик в вечном стане. Ни одного урона не даст. Кстати, обезьяна один из тот персонажей, который забирает чуть ли не все, что хочешь. Ну, потому что он держит в вечном стане и все. Вот так вот тут. А! Да. Еще и арчит пришел. Ай-яй-я. О, еще и Рики. Так, ну... Ладно, возьмем 2 Рики в 2 звезды. Почти то же самое Дизраптор. Ну, почти. Дизраптор на минималках, назовем его. Да, берем арчит. Это скорость атаки мне не прибавило, но мне больше всего нравится то, что мне упал меч 3-го тира, который дает мне от хила немного урона. Не знаю, оставить молнии 2-го тира, сейчас, чтобы у меня была скорость атаки побольше. Я думаю, оставить молнии 2-го тира. Вот, кстати, меня в комментариях спрашивали о том, работают ли молнии 2-го тира с молниями 5-го тира. Мне кажется, не работает. Да, тебе даются статы, но по факту молнии 2-го тира не срабатывают. Молнии 5-го тира срабатывают, а 2-го тира нет. То есть ты получаешь тупо скорость атаки со 2 молний. И мне скорость атаки на самом деле важна. Вот видите, какая у него сейчас анимация каста палки? Долгая анимация каста палки. Как по мне, нужно увеличить скорость анимации каста палки. Напишите в комментах, что вы думаете. Стоит ли увеличить скорость атаки? Ну, точнее, не скорость атаки, а скорость анимации каста палки у обезьяны. Мне кажется, стоит. Ну, кстати, вот, видите? Просто у меня немного отхила было. Отхил мне ничем не режется. И я тупо живу. Если бы у меня сейчас не было этого меча, то мне было бы очень туго. Максимально туго было бы играть. Ну, мне фартануло, и слава богу. Я, кстати, хочу найти БФ. Я думаю рискнуть, попробовать найти БФ, либо МКБ. Давайте рискнем. Надо. О, МКБ. Сюда. Это чтоб там никакое уклонение не сработало, и я 100% попадал своей палкой и смог стакать себе палку хорошо и легко. Гритера, кстати, если в 3 звезды соберу, тоже будет по кайфу. Ну, кстати, Рики в 3 звезды тоже хороший персонаж будет. Огромная область сайленса, которая длится вечность. Кайф, кайф. Так. Бэмс, 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 бэмс. 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 Ах ты какой! Ля, он меня своими ракетами задушил. Охренеть. Ну ладно, я надеюсь, его кто-то вынесет. Надеюсь, сейчас к нему инсек придет, и он его накажет. У него 6 хп осталось. А ну-ка, инсек, отомсти за меня. Вынеси его. Кстати, у второго инсека остался 1 хп. И эльфы, кстати, вылетели. Тут, конечно, тут такие инсеки, и аж страшно становится от того, что я вижу. Серьезно страшно. Ну, 6 духов вообще не боюсь. Я вот этого паренька опасаюсь, потому что он своим тинкером меня загасил. Так, у него здесь алхимик находится с правой стороны сейчас. Но я думаю... Или переставить, может быть, обезьяну.
Так, ну это инсек, пусть живет. Пусть живет этот инсек. На самом деле, я думаю, я бы вынес его. Но без БФа все-таки тяжко. Хочется БФ, хочется двойные клыки. Вот на самом деле, представьте сейчас себе ситуацию. У меня была бы маска 5-го тира. Вместо вот этого меча у меня были бы двойные клыки и БФ сверху. Боже, я бы так взрывал их всех. Ну, я найду БФ. 100% попробую поискать этот БФ. Вот даже сейчас, наверное, попробую. Хотя мне нечего скипать. Палка мне уже ничего не дает на скорость атаки. Антимагу отдадим. Больше-то и, по сути, брать-то нечего. Меч возьму на плюс 25 урона, пригодится. Я найду БФ. Я просто хочу вам показать, насколько БФ это лютая шмотка под эту палку. Я думаю, дизраптор мне не особо-то нужен. Мне очень нужен инвокер. Но мне что-то подсказывает мое сердечко, что инвокера я в жизни не найду. Кстати, типочек на инсека, который на первом месте. Смотрите, смотрите, я вот просто не отпускаю, не отпускаю. Опа, все, станчик словил и кайфуешь. Кайфуй. Наслаждайся жизнью. Кстати, никсы же там заспавнились, а не нежить. Я им по 50% больше урона-то накидывал. Ой, он, кстати, у него очищающая сфера. Ну, мне плевать. Че, поехали попробуем поискать. Нужен БФ. БФ! О, да! Боже, ребята, у меня почти все идеальные предметы. Мне бы сейчас вот этот предмет 3-го тира бы заменить на маску 5-го тира. И найти двойные клыки. Все, и забейте. Это будет такой контент. Ух ты, ё-моё. Сейчас просто такая фармежка начнется. Я опасаюсь вот этого дизраптора, потому что у него есть очищающая сфера. Он накидывает свое облачко, и я становлюсь облачком. Испаряюсь. И он испарился. Не знаю, может взять 10 уровень себе. Хотя мне кажется, это хрень брать 10 уровень. Но если я хочу инвокера найти, то мне 100% надо 10 брать. Хотя я уверен, что я его не найду. Бэмс. 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 Еще и, кстати, бусы упали. Вообще прекрасно. Кабанчики, кстати. Сюда кабанчиков. Обузим кабанчиков. Это нам надо. Бусы закидываем в антимага. Пусть лежат пока что, потому что мне, в принципе, и переделывать-то нечего. Так, вот это мы убираем. Вот это мы убираем. Блин, ну хочется ШД себе в 3 звезды. Пожалуйста, дай ШД. Ну, по-братски. Спасибо. Антимаг еще пришел. И Гритер один пришел. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Есть подозрение, что инсект будет жить. Мне кажется, сейчас Эд на духах проиграет. Есть такое подозрение немного, знаете, такое маленькое, малюсенькое подозрение. Кстати, решил ШД продать, но что-то не идет мне этот ШД. Поэтому плевать на этого ШД. Поставлю 2 гритеров. Ну, чисто по кайфу. Смотрите, как я сейчас буду с этой палкой зачищать его просто. А ну-ка, приди ко мне. Так, пришел Эд ко мне. У него темпларка в 2 звезды. Ну, с предметами так себе, конечно. Единственный минус — это Горн. Горн надо забрать. Горн на Агар довольно-таки сильно триггерит. Но самое главное — это то, что аппарат ничего мне не делает. И на самом деле было бы сложно, если бы у него была бы очищающая сфера. Было бы очень сложно. Но, как мы видим, мне плевать. Бэмс. Но шансы были. Интересно, там он инсека выиграет или нет? Ну тут я уже 100% темпларку не отпускаю. Все, на вечном стане стоит. Вот то, о чем я говорил. То, что когда обезьяна в 3 звезды собирается, там вечная палка. Кстати, он там победил инсека. Минус 6 ему нанес, прикиньте. Удивительно. Я не буду рандомить. Не буду. Беру рапиру. Беру рапиру, буду рисковать.
Очищающую сферу перекидываю, она мне сейчас не нужна. Я буду рисковать. Дума, в принципе, можно выкинуть. Возьму берсерка. Пусть лежит. Почему я так сделал, ребят? Ну вот именно почему не захотел рисковать. Потому что мне могла упасть какая-то хрень ненужная, которая мне сейчас вот тупо не нужна. А вот рапира, на самом деле, она мне дает урон. А под БФом это сейчас будет космический урон. Вот просто сейчас наблюдайте. Наблюдайте и наслаждайтесь. 800 урона у меня сейчас тычка. У меня есть БФ еще сверху. Чекайте. Давай. Сейчас палка на все лицо. Просто смотрите. У него 3 дизраптора в 3 звезды. Давай. Бам! Ух ты какой! С очищающей сферой. А у меня есть арчит, смотри. Оп, арчидик. Бэм! Инсека нужно наказывать. Инсеки должны страдать. Должны. Они не то, что должны, они обязаны страдать. Все, кто играет на инсеках, обязан страдать. На самом деле там они неплохие предметы. Но дизраптор для меня это хрень. Ему надо поменять дизраптора. Ему вместо дизраптора нужно кого-то другого поставить. А, вот почему у него вылупляется дизраптор в 3 звезды. У него бруда с камнем Киры. У него сейчас бруда, если что, стоит 7 монет. Он съедает 2 бруды, и у него, соответственно, легендарка появляется. Бам! Боже, как на это приятно наблюдать, если честно. Просто как я наказываю этого инсека. Правда, он своих тучек накидал миллиард. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Арчит еще откатывается по таймингу. Страдай. Тупо страдай. Ты должен, ты обязан страдать. Ну, какое злое, да? На самом деле, если сейчас мне немного не фартанет и сработает очищающая сфера в мою обезьяну, там накинется миллиард тучек, и все. И Санечка будет нюхать бебру. Но у меня сейчас хорошие предметы. Вместо вот этого вот меча мне бы, конечно, маску 5-го тира и бессмертие. И все, было бы прекрасно. Чуть не сказал кое-что другое. Кстати, сейчас под его дизраптор поставлю. Опа, опа, что такое? Бэмс, бэмс. Еще и палка. Ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, ему неприятно. Я думаю, ему очень неприятно. Хорош. Все, у него 3 хп осталось. Сейчас после этого раунда, скорее всего, мы его заберем. Не, ему, конечно, может упасть что-то очень жесткое, и он меня спокойно заберет. Но будем надеяться, что это не так. А можно мне Гриттер упадет? Я хочу Гриттера себе в 3 звезды собрать. На самом деле жалко, что мне еще и инвокер не упал. Думаю, был бы у меня инвокер, мне было бы немного полегче. Все-таки инвокер на самом деле нормально так душит. Надо попробовать маску 5-го тира найти. Типа, мне больше нечего лутать, мне только нужна маска 5-го тира. Можно было бы, конечно, еще двойные клыки найти, но двойные клыки мне ничего не дадут. А вот маска 5-го тира даст мне гарант о том, что у меня будет миллиард от хила, плюс хпшка, я буду спокойно все переживать. Ну, буду, короче, кайфовать. Потом я очень надеюсь, то, что мне сейчас с рандом шмотки упадет маска. Так. Упс, упс, упс. Ну, все. Видите, как легко 45-й раунд забирается. Не ощутил. Ну, это все хрень, оно мне не надо. Хороший предмет, но нет. Очищающую сферу я скипну. Не надо. Так, упали предметы ненужные. Вот то, о чем я говорил. Вы прикиньте, если бы я не взял рапиру, а взял бы что-то другое. Мне было бы так больно. 2 яйца пришло. На самом деле, кстати, еще дух пятерок отлично смотрится. Это аппарат. Потому что, когда обезьяна будет накидывать свою палку, будет триггериться пассивка аппарата. Просто как доп урон будет. Ну и плюс, соответственно, когда Рики накидывает свой сайленс, там тоже
триггерится пассивка аппарата. Тоже прикольная тема, поэтому о бусте. Я совершенно забыл за этого аппарата, если честно. Блин, он инвокера поставил, это плохо. Сейчас могут появиться 3 инвокера, и мне будет очень печально. Будем надеяться, что этого не случится, но, как говорится, такое, ой, как может еще случиться. 3 инвокера в 3 звезды, серьезно? Это очень опасно. Нет, нет, нет. Фух. Жить, 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 пожалуйста. Бэмс. Нет, только не рапиру, только не рапиру, только не рапиру, пожалуйста, только не рапиру, я тебя умоляю. Фух. Это было прям на тоненького. Это было очень на тоненького. Ну вы прикиньте, мне тупо маска 5-го тира не упала. Это... Ну хотя, блин. Не, на самом деле обидно то, что мне не упала маска 5-го тира. Я бы тупо отдал бы этот меч кому-нибудь другому, а себе бы закинул маску 5-го тира. У меня было бы много отхила, много хп. Ну, не факт, конечно, чтобы это мне помогло против того, как меня 3 инвокера кастанули. Забыл, как эта способность называется. Но там 3 инвокера кастануло в меня... Не помню, как называется. А ну-ка, ребят, если что, то в комментариях напишите, как называется эта способность инвокера. Ух ты, видели, сколько урона мне нанес инвокер? Это все из-за того, что там несколько инвокеров скинулись этой способностью в моего гритера. Фу, в моего гритера, в мою обезьяну. Ну, кайфовая игра получилась, очень кайфовой. Такая, знаете, прям на тоненького, прям как я люблю. Обидно, конечно, что инсек в топ-2 зашел, но я выбрал эту победу. Но у него жесткий стол, у него очень жесткий стол. У него еще там некра были. Ну, кайфули они игра, вот серьезно. Прям по кайфу была игрушка. Фух. У меня аж в горле пересохло. Сколько? 47 раундов мы с ним месились. Жалко, что он быстрее не вылетел. Ну ладно, ребят. Я в течение ролика много инфы вам вкинул, но думаю, суть вы все уловили. Обезьяна, имбовый перс. Если есть возможность, то можно его вот так вот собрать. Контрить его, конечно, тяжело, но можно как бы законтрить. Тот же самый, кто? Ну, воины могут его слишком помять, потому что если у вас не будет никакого отхила, он своей палкой сам себя вынесет. Но если у вас будет маска 5-го тира и кираса, то, в принципе, вы воинов счет не будете. Можете еще сверху алхимика кого-то докинуть, и будет вообще прям по кайфу. Можно, конечно, поставить будет против воина 4 кунг-фу и 6 зверей. Это будет прям вообще ультра много сильно, но там есть свои проблемы. Контроль, думы, вот это вот все. Напомню, что если на обезьяну накидывается сайленс, то есть, короче, у обезьяны активная способность, она не пассивная. И из-за того, что накинется сайленс, он не будет кастовать свою палку. Ну, как бы это вы все видели. Ну, в принципе, все. Плюсы и минусы разобрали. Показал вам обалденнейшую игру на обезьяне. Поэтому, ребят, что думаете по поводу этой игры, напишите в комменты. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан. И на мой телеграм тоже подписываемся. Ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.